Дракончики и елочки, всем привет! Как ваши успехи при открытии рождественских кейсов от Шао Банка? Знаю, все очень рады и довольны, и это действительно праздник от финтех-банка Шао. Но то ли еще будет? Следите за новостями. Друзья, с наступающими новогодними праздниками, и пока вы еще не порассаживались за длительное застолье, хочу затронуть важную тему инвестиционной безопасности. Нет, речь не пойдет о возможных рисках и угрозах при инвестировании, вы уже немало об этом знаете. Я просто хочу вам напомнить о банальностях, на которые зачастую не обращают внимания или просто забывают. А безопасность очень важна для сохранения ваших активов и персональных данных. Конечно, это не защитит вас на 100%, но очень усложнит работу мошенникам. Если они будут предпринимать попытки взлома вашего инвестиционного аккаунта и, столкнувшись с трудностями, большая вероятность, что эти нехорошие люди просто оставят в покое вас и будут искать менее защищенного инвестора. Безопасность Шао Банк на высоком уровне и надежно защищает счета клиентов при условии, что клиенты выполнили элементарные действия для защиты своего аккаунта. Поэтому смотрите мое видео и проверяйте, все ли у вас правильно настроено в вашем личном кабинете компании Шао Банк. Позаботьтесь о сохранности своей инвестиции лично. В своем аккаунте Шао Банк еще раз вам покажу и напомню о прекрасном инвестиционном предложении в виде облигаций. На данный момент они представлены 6 разными сериями разной доходности и разной ценой. Ежедневная доходность от 0,45% до 0,95% в зависимости, какую серию облигаций вы покупаете. Но хочу сразу предупредить, что именно эти облигации скоро будут сняты с продажи, так как недавно была опубликована новость от Янг Шао, основателя Шао Банк, что уже собрано более 60 миллионов долларов США для достижения первоначальной цели в 100 миллионов, которые предназначены для партнерства между Шао Банк и Global Futures Technology and Culture. Как вы помните, эти инвестиции пойдут в продвижение передовой разработки чипов для майнинга криптовалют. Так что не упустите эту шикарную возможность, кто еще не пополнил свой финансовый портфель этими облигациями. А я вернусь к теме ролика о безопасности своего аккаунта Шао Банк и открою раздел настройки. В персональной информации вы и сами разберетесь, как что заполнить. Я перейду к настройкам оплата. Здесь вы можете добавить те свои криптоадреса, на которые выводите прибыль, в зависимости в какой сети это происходит. Это не только удобно, но еще помогает зафиксировать именно ваши доверенные адреса, что тоже сказывается на безопасности. А далее, собственно, сам раздел «Безопасность». В этой вкладке вы можете изменить свой CVV-код для снятия с цифровой карты Шао Банк. Но только сделать это возможно при запросе в банк через контактное лицо. Это на случай, если вы заподозрили, что ваш код скомпрометирован и его нужно немедленно поменять. Здесь же вы можете изменить свой пароль аккаунта Шао Банк. Обращаю внимание, что пароль должен быть надежным, то есть сложным. Для этого используйте латинские заглавные и строчные буквы и, конечно же, цифры. Пароль должен быть не менее 6 символов и максимально 32 символа. Никому не сообщайте его и храните в надежных, желательно в нескольких разных местах. Думаю, вы об этом и так знаете, но все-таки привлеку еще раз ваше внимание, так как это очень важно. И перейду в окно Two-Fa – Two-Factor Authentication. Многофакторная аутентификация – метод электронной аутентификации, при котором пользователю предоставляется доступ к веб-сайту или приложению только после успешного предоставления 2 или более доказательств механизму аутентификации, значения, владения и согласия. Вот так гласит об этом Википедия. Вы, конечно, об этом знаете, но, как я могу догадаться, далеко не все с этим хотят заморачиваться и тем самым дают возможность мошенникам для легкого взлома аккаунта. Поэтому, кто еще не подключил эту безопасность, сделайте это. Это несложно, но очень нужно. Нужно именно для безопасности ваших инвестиций. У меня этот метод авторизации уже подключен, в этом нет ничего сложного или неудобного, но именно это увеличит безопасность в несколько раз.
Следуйте изначальным инструкциям от Xiaobank на этой странице, и все пройдет быстро. Можете воспользоваться как Google аутентификатором, так и Яндекс.Ключ. Принцип одинаков. Установите одно из этих приложений на свой гаджет, затем законнектите первоначально по предоставленному от Xiaobank личному коду аутентификатор и аккаунт Xiao. Подтвердите свои действия, и затем последующие входы в виртуальный кабинет Xiaobank уже будет по паролю и по одноразовому коду из приложения аутентификатора. Это очень хорошая защита, и все это нужно сделать изначально. Так что проделайте это и чувствуйте себя в безопасности. Подключайте двухфакторную защиту везде, где только это возможно. Не забывайте о своем почтовом адресе и аккаунтах соцсетей, так как это все ваша безопасность. Финансовая безопасность. Если все эти способы безопасности задействованы вами правильно, то вы просто становитесь неинтересным мошенникам, так как им лучше найти более простой и легкий вариант для взлома и противоправных действий. Имейте это в виду и усложните им жизнь, иначе они будут усложнять вашу. Потому что хорошие прибыли, которые приносят инвестиции в облигации финтех Xiaobank, привлекают не только порядочных инвесторов по всему миру, но и совсем непорядочных людей с мошенническими намерениями. Но все в ваших руках, помните об этом. На этом у меня все. Что знал, рассказал, предупредил, показал, а вы уже сами действуйте в правильном русле. Следите за новостями от Xiaobank на моем YouTube-канале и телеграм-канале Finiscripta. Для этого, конечно, не забудьте подписаться и подключить уведомления. Буду рад за комментарии под видео, и вообще пишите мне, пообщаемся продуктивно. Полезные ссылки в описании. Всем добра и до встречи на моем канале Finist.